Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем наше путешествие в глубины истины. И сегодня мы будем говорить о сознании, о возвращении к божественному состоянию. Я буду использовать терминологию Шри Ауробиндо, великого посвященного, но вы можете найти в других учениях, в других направлениях немножко другие названия. Это не суть. Главное – это понимание сути того, откуда мы пришли и куда мы идем. И мы начинаем с отправной точки нашего ума. Ауробиндо называл это как бы обычный ум, обычный человеческий ум. Он характеризуется, по сути, максимальным проявлением эго в человека. И если кратко так описать, как он функционирует, это такое состояние, то, что мне нравится, и то, что мне не нравится. То есть это самый такой примитивный принцип. То есть, например, мне нравится конфета, я иду ее ем. Меня ударили палкой, мне больно, я туда не иду. Мне нравится эта женщина, я ее беру. Мне дали отпор, я убегаю. То есть очень-очень примитивный такой ум, но по сути большинство людей, если вы обратите, живут как раз на этом вот принципе этого ума. То есть он максимально закрыт от божественного, максимально рефлекторно, максимально, скажем так, как это сказать, то есть максимально животное такое вот проявление состояния ума. То есть мне нужно больше, лучше, все для того, чтобы получить удовлетворение своих инстинктивных потребностей. Но мы движемся дальше. Мы говорили о том, что приходит некое знание, приходят некие посвященные люди, которые дают учения, которые дают, скажем так, стают учителями, и учеников подтягивают уже к более высокому уровню. И следующий уровень, который Ауробиндо называет уровень разума, или в восточном направлении, вы уже знаете, эта точка, это по сути вишудха чакра, центр земной мудрости человека. Это очень хорошо, кстати, резонирует это с примером, который мы приводили с Моисеем, да, который пришел к народу, который вот жил как раз на этом уровне. Нравится, не нравится, схватил, убежал. Ударили, не нравится, все, значит, не действую. Этот уровень характеризуется тем, что человек начинает понимать, что просто так уже вот это бегать, кто сильнее, тот и прав, кто украл, тот и молодец, уже как бы не получается, что-то не то, нужно какой-то другой принцип. И не зря этот центр называется центром земной мудрости, потому что здесь уже появляются некие проблески. На этом уровне сознание наше начинает как бы взаимодействовать уже на другом принципе. То есть, если здесь у нас было нравится, не нравится, то здесь уже у наш ум поднимается немножко к своим высшим сферам, уже понемножку проникает в сознание дух, мы возвращаемся уже. Обратите внимание, то, что мы понемножку возвращаемся к Богу, и при этом сознание наше продолжает расти. И на этом этапе ум действует следующим, ну, скажем так, сознание действует еще, которое находится в зависимости от ума, действует следующим принципом: полезно, не полезно. То есть и
Сознание говорит, то есть общество говорит уже, давайте придумаем какие-то законы, потому что вот так вот просто бегать, это как бы глупо. Нужно что-то куда-то, как-то это все облагородить. Нужно как-то двигаться к чему-то высшему. И на этом этапе появляется уже не просто нравится, не нравится, а человек понимает, полезно, не полезно. То есть он понимает, что если бегать вот так вот, кто сильнее, то и прав, то рано или поздно прибегут к тебе, и тебя тоже как бы там возьмут в охапку, как бы. Поэтому выстраиваются уже некие моральные принципы. Вот. Это и есть тот уровень, который Ауробиндо называл уровнем разума. Человечество привыкает к этому определенному уровню, оно растет, и на этом оно не останавливается, мы продвигаемся дальше. И следующий, как вы понимаете, уже уровень сознания, к которому подходит, к которому в свое время, когда человечество уже готово, приходят люди, дают это знание. Это уровень нашего, скажем так, высшего «я». В восточном направлении это называется чакра аджна. И, скажем так, Ауробиндо этот уровень уже называл уровнем интуитивного сознания. То есть, если здесь мы немножко только поворачивались к божественному, здесь уже наше сознание, обратите внимание, продвигается еще дальше, и здесь оно начинает следовать немножко другим уже принципам. То есть, это уже уровень, когда сознание способно воспринимать непосредственно божественную истину и действовать не просто по правилам, что вот там не убей, не грабь, не, ну, скажем так, не нарушай определенный закон. Но когда никто не видит, то, в принципе, почему нет? Это же выгодно. Выгодно. Просто, или, например, ничего, вот почему бы не взять? Никакой ответственности нету. На этом уровне начинает включаться высшее я. Там, где сознание преображается в состояние, когда оно действует так, не потому что есть такой закон, а потому что оно становится такое само по себе. То есть уже не нужно, там, если стоит что-то чужое, для такого сознания, проявленного в личности, уже не нужно там какое-то наказание или не наказание. Оно по своей сути понимает, что так не поступает. То есть просыпается закон связи с Божественным, закон совести. Либо наоборот, есть какой-то ограничивающий закон, который говорит, так не делай, но по факту связи с Божественным, по факту включения интуиции, эта личность понимает, что в этой конкретной ситуации нужно действовать вот таким образом, потому что на то и есть воля Бога. То есть это проблески, когда наше сознание способно воспринимать божественную волю и жить по божественной воле. То есть и эти действия уже этого сознания, они уже более созидательные и для самой индивидуальности, и для всех окружающих. Хотя по форме они опять-таки могут быть разные, но это уже другая история. На этом наше путешествие не заканчивается. Мы движемся дальше, и вы понимаете о том, что следующий этап — это по сути вот наша макушечка. В восточных направлениях это чакра Сахасрара, и этот уровень Ауробиндо называл уровнем надразума.
То есть чем характерна работа уровня надразума? Это когда сознание уже, ментальная его оболочка затихает, облагораживается, становится более прозрачной. Чувственная сфера приходит тоже уже в более облагороженное состояние. И божественное начало в человеке вспоминает свою связь с источником Бога, с божественным. Эта связь уже, в отличие от этого, не такая зыбкая, не такая неустойчивая, не такая, скажем так, моментная. Она становится уже фактически постоянной, и человек уже начинает быть другим. Он начинает фактически, он возвращается к своему божественному состоянию, и этот уровень характерен, скажем так, это уровень пророков, это уровень великих святых, которые слышали божественное откровение и передавали их людям. По сути, это и есть те посвященные, те святые, которые приходят к людям для того, чтобы дать им это знание, для того, чтобы своим примером показать им новый этап развития и задать импульс к этому развитию. Здесь нужно понимать некоторые принципы о том, что это движение происходит не просто так. Пришел там, услышал какое-то знание и вырос. Оно происходит поступательно. Но об этом мы уже поговорим в следующем видео. Благодарю вас за внимание. Следуем дальше. До встречи.